В начале февраля 1892 года Клод Моне приезжает в Руан по семейным обстоятельствам. В Руане Клод Моне делает несколько общих набросков города в поисках каких-то мотивов для своих картин, и вскоре он останавливается на виде фасада Руанского собора и ставит мольберт прямо у окна и начинает писать виды фасада. Представляете, дамский магазин, и там, соответственно, где-то поставили ширмочку, чтобы отгородить Моне. И я вот все время пытаюсь представить себе эту историю, когда дамы идут в примерочную, а там где-то, значит, за ширмочкой шуршит художник, который пишет свой, соответственно, Руанский собор. Если вы посмотрите на наши две картины, то вы увидите, что они не просто созданы в разные годы, они созданы немножко в разной технике. Руанский собор в полдень, он написан более плотно, более брутально, там очень много используется белил. А если мы посмотрим на Руанский собор на закате, то мы увидим, что он написан гораздо тоньше. Вот посмотрите, там просто меньше краски на холсте. Но опять же, вот это все, что было написано сначала, что было написано попозже, сколько слоев, писал ли он слоем сразу, но другим, потому что хотел добиться какого-то такого объема краски. Или, например, он ждал, чтобы один красочный слой высох, и потом уже дорабатывал это все в мастерской. Вот это все для нас сейчас интрига, и это как раз именно то, что мы хотим узнать после реставрационного исследования. Визуальное исследование – это первичное, самое первое, что происходит. У нас две картины, они друг на друга похожи, но все-таки разные. Одна наиболее пастозная в данном случае – это Руанский собор в полдень, то есть красочный слой толще, а другая более тонкая. И та, и другая картина многослойные и очень фактурные. Не очень сильное увеличение, но позволяет нам увидеть, что здесь на каждом квадратном сантиметре огромное количество красочных слоев, просто лежащих друг на друге. Наш оптический анализ, да, вот лежит картина, над ней микроскоп, монитор, и я передвигаю картину. Мы видим коричневые пятна. Видим кракелюрную сетку. Видим очень толстый пастозный слой. Можем приблизить. А вот эти коричневые пятна нас наиболее заинтересовали с той точки зрения, что они явно носят чужеродный характер. То есть это не авторского происхождения пятна, они лежат на поверхности. Скорее всего, это, возможно, клей реставрационные. Одна из задач наших будет в рамках нашего исследовательского проекта определить, что это за пятна, определить их химический состав. Для этого есть всякие разные оптико-физические исследования. Когда мы определим, что это за пятна, мы отработаем методику для их удаления. Не менее важный подход к исследованию произведения – это документы, сопровождающие картину, это реставрационный протокол, реставрационный паспорт. Это вот 90-й год картина ездила на выставку в Токио. Здесь реставраторы показывали какие-то изменения, которые происходили. Это картина «Руанский собор» в полдень. Особенно хорошо Моне работалось в
дневное время, где-то с полудня до 2 часов. Современное парижское время отличается на 2 часа от того времени, которое было тогда. То есть хорошо ему работалось с 2 часов до 4 дня, и это были такие пики его художественного производства. Художник умышленно создает 20 картин на один мотив, словно желая убедить нас в том, что можно и даже нужно создавать десятки, сотни и даже тысячи работ, отражая каждое мгновение жизни, каждое биение сердца. Жорж Климансо. Из статьи «Революция соборов». Это, значит, вторая картина художника «Руанский собор вечером». В данной картине, несмотря на то, что она написана более тонким слоем, здесь наименьшее количество красочных слоев по сравнению с предыдущей картиной, тем не менее здесь существует другая проблема. Вот то, что мы видим сейчас, я показываю, такие трещинки, да, это кракелюр. И здесь намечается тенденция к тому, что кракелюр ведет себя неспокойно, края его приподнимаются. Ну, по крайней мере, сейчас остается загадкой, что вот то обстоятельство, что одна картина, предыдущая, то, что мы смотрели, более пастозная, а это менее пастозно, но тем не менее на предыдущей картине кракелюр не столь ярко выраженный, как на этой. Данную картину тоже сопровождают документы, реставрационный паспорт. И здесь есть заметки о том, что картина попала в реставрационную мастерскую впервые в нашем музее в 1976 году. И есть даже фотографии того периода. Вот, допустим, видно даже утрата красочного слоя. Именно вот в период 90-х реставраторами зафиксировано наиболее нестабильное состояние картины. Наверное, это важно. Таким образом, по результатам нашего визуального наблюдения, визуального исследования картины, требуется разный подход к картинам. На первой картине мы видим коричневые пятна, с которыми необходимо исследовать, с ними что-то делать, да? А на второй вот именно проблемный кракелюр, сеточка кракелюр, который нужно наблюдать и при необходимости, если это понадобится, то выполнить укрепление.